Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как вести себя, когда кто-то не уважает вас на публике или делает неприятную шутку, из-за которой вы чувствуете себя униженным или смущенным? Как можно завоевать уважение даже от тех, кто по привычке не признает ценность других? Как вы можете получить уважение от тех, кто склонен обесценивать людей? В этом видео мы рассмотрим несколько психологических советов и техник, которые позволят вам эффективно справляться с такими ситуациями, обеспечивая вам немедленное уважение со стороны окружающих. Смотрите до конца, потому что мы покажем вам, как вести себя, когда кто-то пытается высмеять вас на публике. Давайте начнем с анализа причин, по которым вы можете оказаться в подобной ситуации, и понимания, почему иногда вы не получаете уважения, которого заслуживаете. Во многих случаях проблема не связана с ненавистью или презрением к вам, а скорее со стремлением использовать обстоятельства в своих интересах, не принимая в расчет моральные или этические нормы. Это может характеризовать определенных людей. Есть люди, которые, чтобы улучшить свое положение, пытаются продвинуться вперед, используя других. Самореализация за счет другого. Такое поведение распространено как в дружеских группах, так и в рабочих коллективах, где некоторые люди видят в других полезные инструменты для продвижения и выделения себя. Чтобы избежать этого и не стать мишенью для такого рода динамики, крайне важно начать с установления уважения к себе. Но что именно означает завоевать уважение? Это не значит навязывать уважение кому-то, а предотвращать возможность того, чтобы они использовали вас для улучшения собственного имиджа. Если ситуация требует этого, вы также должны быть готовы дистанцироваться от окружения, которое не ценит ваше присутствие. Однако иногда было бы предпочтительнее предотвратить эти крайние случаи. И для этой цели мы поделимся несколькими практическими советами по работе с ситуациями, в которых кто-то пытается унизить вас, будь то на работе, в социальной среде или в семейных контекстах. Теперь, без лишних слов, перейдем к первому совету. Первый совет. Первое впечатление имеет значение. Когда вы встречаете кого-то, встаньте, чтобы пожать ему руку, не оставайтесь сидеть и обязательно поддерживайте зрительный контакт. Если вы остаетесь сидеть, приветствуя кого-то, вы автоматически окажетесь в невыгодном положении. А другой человек будет смотреть на вас свысока, создавая восприятие подчиненности. Другой распространенной ошибкой является взгляд на руку другого человека при приветствии или представлении. Когда вы смотрите на его руку вместо лица и глаз, ваша голова немного наклоняется вниз, что еще больше усиливает идею подчиненности. Поэтому, когда кто-то подходит к вам, чтобы поздороваться, вставайте и смотрите ему в глаза, когда вы пожимаете руку. Второй совет. Если кто-то прерывает вас на публике во время разговора, лучшее, что вы можете сделать, это зафиксировать этого человека твердым и решительным взглядом. Этот простой жест отправит мощное сообщение, заставив собеседника осознать, что он или она допустили ошибку. В этот момент вы можете вежливо попросить продолжить, используя выражения, такие как «могу я продолжить?» или «могу я продолжить с того места, где остановился?». Этот подход даст другому человеку понять, что их поведение было неуважительным и что вы не потерпите прерываний без причины. Часто этого простого взгляда неодобрения достаточно, чтобы заставить человека прекратить прерывать вас. Эта стратегия очень хорошо работает в общественных контекстах, и часто не нужно даже угрожающе смотреть на человека. Достаточно сохранять спокойный взгляд, и собеседник сам поймет, что пришло время прекратить отвлечение внимания на себя. Третий совет. Когда кто-то пытается унизить вас шуткой в группе друзей, используйте эту стратегию.
Прежде всего, не реагируйте сразу, притворитесь, что не услышали или не поняли шутку, а затем спокойно посмотрите на человека, который ее сказал, и попросите его повторить. Вы можете сказать что-то вроде «Извините, я не обращал внимания, не могли бы вы повторить?» Это поведение ясно показывает, что шутка вас совсем не затронула, и ставит человека, который ее произнес, в затруднительное положение, так как ему приходится повторять ее. Однако повторение шутки уменьшает ее эффект, особенно в таком контексте. Таким образом, вы не только избежите неловкости, но и повернете ситуацию в свою пользу, заставив другого человека почувствовать себя неловко. Рассказывать шутку второй раз редко имеет такой же комический эффект, как первый. С помощью этого приема вы не только избежите неловкости ситуации, но и сможете перевернуть ситуацию, ставя человека, который пытался вас высмеять, в затруднительное положение. Четвертый совет. Когда кто-то пытается вас провоцировать или разозлить, вы можете использовать очень эффективную психологическую технику. Задайте вопрос или сделайте комментарий, который полностью неуместен, что-то, не имеющее отношения к текущему разговору. Например, вы можете сказать: «Знаете ли вы рядом хорошее место, где можно выпить кофе?» Или «Мне кажется, я сегодня переборщила с духами». Важно сделать это естественно, чтобы другой человек не заподозрил, что вы делаете это намеренно. Эта техника прерывает поток провокации, заставляя собеседника потерять нить своего намерения, поставить вас в затруднительное положение. Наконец, давайте перейдем к пятому совету. Как мы уже говорили в начале, люди не обязаны уважать вас, но в то же время вы не обязаны терпеть неуважение. Если вы понимаете, что кто-то не готов проявить к вам то уважение, которого вы заслуживаете, то пришло время уйти. Уйти не означает поражение. Это показывает, что вы предпочли бы быть ценным отсутствием, чем обесцененным присутствием. Почему вообще некоторые люди пытаются самореализоваться за счет других? Это может происходить по нескольким причинам. Во-первых, у людей с низкой самооценкой может возникать желание поднять свою значимость, унижая или манипулируя окружающими. Это дает им временное чувство власти и контроля. Кроме того, многие проецируют свои неуверенности и страхи на других, пытаясь справиться с ними за счет окружающих. Это может проявляться в критике или попытках контролировать поведение других. Люди также склонны сравнивать себя с другими для оценки своего положения. Если они чувствуют себя неудачниками, они могут пытаться поднять себя за счет унижения других. Нарциссические тенденции также могут играть свою роль. Такие люди могут использовать окружающих для подтверждения своего превосходства, манипулируя и эксплуатируя их. Иногда подобные действия являются неосознанными. Люди могут не осознавать, что их поведение наносит вред другим, и делают это, чтобы защитить себя от внутреннего дискомфорта. Также социальные и культурные факторы могут влиять на такое поведение. В некоторых культурах или социальных группах поощряется конкуренция и успех за счет других, что создает среду, в которой подобное поведение становится нормой. Понимание этих механизмов помогает осознать причины такого поведения и, возможно, найти более здоровые способы самореализации и взаимодействия с другими. Любовь и уважение к себе – это основа, на которой строится наше благополучие и здоровые отношения с окружающими. Самооценка играет ключевую роль. Когда мы ценим себя, мы становимся менее зависимыми от мнения других и не позволяем никому унижать нас. Это создает уверенность, необходимую для защиты своих интересов. Личные границы также являются важным аспектом. Уважая себя, мы учимся устанавливать четкие границы, что позволяет нам говорить «нет» и избегать токсичных взаимодействий. Это помогает сохранить наше эмоциональное здоровье и избежать манипуляций. И, наконец, принятие себя
это способность прощать свои ошибки и недостатки. Это не только снижает уровень самокритики, но и открывает путь к личному развитию. Когда мы понимаем, что ошибки – это часть жизни, мы можем использовать их как возможности для роста. В итоге, любовь и уважение к себе формируют крепкий фундамент для здоровой жизни, позволяя нам строить гармоничные отношения и достигать личных целей. Теперь нам интересно, сталкивались ли вы когда-либо с одной из этих ситуаций? Как вы на это отреагировали? Оставьте комментарий с вашим опытом и поделитесь с нами своими мыслями